Обстановка на международной арене накаляется с каждым днем, и следующие 24 часа станут максимально напряженными абсолютно для всех. Сейчас все внимание направлено на усиление конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. И если раньше угроза заключалась только в росте цен на нефть и увеличении инфляции, сейчас масштабы более серьезные. Ведь на данный момент идут активные обсуждения о вступлении в этот конфликт непосредственно США. Я вам скажу более, Америка это сделает уже очень скоро. Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы собрать Совет национальной безопасности для обсуждения этой проблемы. А тем временем СМИ публикуют множество статей о приближающейся Третьей мировой войне. Эскалация между Иерусалимом и Тегераном дошла до критической точки кипения. Атаки с двух сторон не прекращаются уже на протяжении 5 дней, а небо над Тель-Авивом выглядит словно картинка, сгенерированной ИИ. Да, это далеко не первое военное действие между Израилем и Ираном, из-за чего ожидается ухудшение обстановки. Но Иран до сих пор держит туз в рукаве, которым выступает Ормудский пролив, тот самый критически важный объект, через который переправляют 90% всей добытой нефти в Персидском заливе, а это каждый 5-й баррель в мире. Иран угрожает заблокировать пролив, чтобы Израиль прекратил наносить удары по их территории. И если это произойдет, мы получим проблему мирового масштаба. Нефть улетит выше $150, это потянет за собой инфляцию до 5%, и как результат, о снижении процентной ставки ФРС в этом году можно будет забыть. Трамп заявил, что хочет окончательно положить конец попыткам Ирана получить ядерное оружие, что является прямым намеком на вступление в этот конфликт. Ведь если не остановить ядерную программу Ирана сейчас, то даже одна созданная ими ядерная боеголовка пошатнет мировой порядок и создаст очень большие проблемы для Израиля и непосредственно США. Рынки остаются в напряжении, нефть растет, биткоин падает, и всех мучает вопрос, а что же будет дальше? Ведь новый черный лебедь прилетел максимально неожиданно и продолжает висеть над всем миром. Сегодня в ролике мы ответим на вопросы, к чему приведут удары США по Ирану, как блокировка Ормудского пролива повлияет на цены на нефть, и как всегда обсудим несколько самых главных сценариев влияния текущих событий на криптовалюту. Ведь несмотря на такую геополитическую нестабильность, биткоин все равно продолжает оставаться на высоких уровнях. Также пару слов скажу про сегодняшнюю встречу ФРС, разберем заявление Трампа, представителей Израиля и Ирана. В общем, все самое важное по текущим главным новостям сегодня в видео. Перед просмотром давайте выберем победителя $10 за комментарий, которым становится данный пользователь. Обязательно нам напиши. И не забывайте, что этот розыгрыш продолжается. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. И если вы подписаны на Telegram, то дополнительно получите еще $10. А вы на канале Coin22, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! Да, на канале давно не было новых видео, но тем не менее мы продолжали оставаться на связи в нашем Telegram, где одни из первых начали обсуждать события с Ближнего Востока, и что самое главное, разбирать, как все это влияет на криптовалюту. В нашем Telegram вы найдете только самую важную информацию без всякого спама, свежие новости, отчеты, аналитику рынка и много всего другого. А также прямо сейчас у нас проходит розыгрыш кошелька Ledger, и чтобы узнать, как его получить, переходите по ссылке в описании. Также еще сегодня проходит заседание ФРС, и буквально через несколько часов начнется выступление Пауэлла. И, конечно же, все самые главные тезисы будут именно у нас в Telegram. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь. Напряжение на Ближнем Востоке начало расти на прошлой неделе и дошло до своего пика после того, как Израиль нанес удары по нефтяным объектам Ирана. Для общего понимания, главная цель Израиля — это чтобы Иран закрыл свою программу по созданию ядерного оружия. Ведь сейчас Иран обогащает уран уже почти на 60%, в то время как для ядерной бомбы требуется 90%. То есть они почти у цели. Но если бомба все-таки будет создана, я думаю, вы прекрасно понимаете, на ком Тегеран будет ее тестировать. Иран, в свою очередь, еще с 1979 года не признает Израиль и на протяжении всего этого времени хочет его ослабить и взять над ним полный контроль. А вот США в этой истории выступают ключевым звеном. Америка ежегодно выделяет Израилю более $3,8 миллиардов на оборону, дает систему «Железный купол» и в целом выступает гарантом безопасности. Но будут ли США напрямую воевать на стороне Израиля? Забегая наперед, с большей долей вероятности я отвечу да. И они уже это делают. Сейчас объясню почему. Вчера Трамп заявил: конец, настоящий конец, не прекращение огня, конец. Это он про Иран. Он хочет полностью остановить ядерную программу Ирана. Не договориться, не заморозить, а уничтожить. И это все после того, как Трамп внезапно покинул саммит G7 в Канаде. Он сказал, что улетел ради чего-то куда большего, чем просто временное перемирие. И вот теперь мы знаем, речь шла о войне. Трамп хвалился, что США и Израиль полностью контролируют небо над Ираном. Американские авианосцы уже в пути. Это уже не просто слова, это реальное военное действие. Тем временем спутники фиксируют: удары Израиля повредили подземные объекты по обогащению урана в Натанзе. Это сердце ядерной программы Ирана.
Ирана. А вот объекты Форда пока держатся. Но сенатор Линдси Грэм прямо говорит, нужно уничтожить Форда, если потребуется скинуть бомбы, если надо летим с Израилем. Да, пока вице-президент говорит, что Трамп проявляет сдержанность касательно прямых ударов, но в это же время оставляет за собой право ударить сильнее. Трамп намекает, что может отправить посланника на переговоры, а может и не отправит. Он сказал, они должны были заключить сделку, а я не слишком-то настроен на переговоры. То есть США уже напрямую участвуют в этом конфликте. Да, никто никаких солдатов не отправлял, но это не нужно. Достаточно будет нанести пару точных ударов. США выделяет военную помощь, передает оружие и помогает Израилю. И наверняка Трамп может дать команду на атаку, чтобы остановить ядерную программу и подписать сделку. Но пойдет ли на это Иран? И какие карты у них на руках? На самом деле Иран может использовать целый арсенал асимметрических, военных и гибридных методов. Например, атаки через прокси-группы. Это основной инструмент Ирана – воевать чужими руками. Хизбалла может выпустить тысячи ракет по северу Израиля. Хамас – массовые обстрелы центра и юга Израиля. Шиитские боевики в Сирии и Ираке – атаки по голландским высотам и базам США. Хуситы в Йемене – запуски баллистических ракет и дронов в направлении Израиля через Красное море. И это создает эффект одновременного давления. И по сути Израиль оказывается в кольце. Также Иран продолжит наносить прямые удары по Израилю. И еще возможны теракты за рубежом. Иран может организовывать атаки против израильтян и евреев за границей, поддерживать террористов в Азии, Африке и Латинской Америке, что вызовет мировой хаос. Дополнительно мы можем наблюдать резкое ускорение ядерной программы. В крайних условиях Иран может объявить о выходе из сделки, обогатить уран до 90% и официально заняться созданием ядерного оружия. Это будет глобальная эскалация, втягивающая США и Европу. Ну и тот самый туз в рукаве – нарушение в Персидском заливе. Если конфликт перерастет в региональный, Иран может перекрыть Ормузский пролив, путь 20% мировой нефти. Они могут атаковать танкеры, в том числе израильские и западные, что вызовет глобальный энергетический кризис. Да, Иран не способен уничтожить Израиль, но может его перегрузить с нескольких фронтов, вызвать экономический и военный хаос в регионе и угрожать Западу через энергетику и прокси-войны. Таким образом, цены на нефть попрут выше $150 и снова приведет инфляция. Следовательно, тактические удары США по территории Ирана весьма вероятны. Просто в данной ситуации нет выбора. Иран не готов вести переговоры и продолжает атаковать Израиль. А если не сдерживать Тегеран, то, конечно же, рано или поздно они разработают свое первое ядерное оружие, и таким образом ситуация ухудшится еще сильнее. Конечно же, первый отреагирует нефть. Израильский удар по иранскому нефтяному объекту привел к остановке добычи объектом 12 миллионов кубометров в день. Также после атак один из крупнейших НПЗ Израиля был закрыт, а там добывается 200 тысяч баррелей в день, и 70% из этого на внутренний рынок. Израильская сеть АЗС уже предупреждает, ожидаются перебои с топливом. Рынки пока еще держатся, но атмосфера напряжена до предела. Слишком высокие ставки, и слишком много стран в это втянуто. И все это на фоне и так нестабильной геополитики. Да, в ближайшие недели рынки будут максимально волатильными из-за напряжения на Ближнем Востоке, особенно если США нанесут свой первый удар по Ирану. Но если этого не произойдет, то на Ближнем Востоке будет тикать бомба замедленного действия, которая способна взорваться в любой момент. Вчера фондовый рынок США уже отреагировал на решительность Трампа. Биткоин также подупал ниже уровня 105 тысяч, но в целом рынки реально держатся. Тем не менее, аналитики нашей подписки Coin22 Pro продолжают следить за движением монет, а также их реакцией на текущие новости, чтобы вовремя предоставлять для вас оптимальные точки входа. Как, например, это было с недавней шорт-сделкой по эфиру, где мы заработали на его падении. И по такому же принципу участники Pro получили профит на многих других сделках на этой и прошлой неделе. Также индивидуально для вас мы собираем сбалансированный спотовый портфель, предоставляем пошаговое обучение с нуля, что особо важно для новичков, и на всех этапах работы у вас будет поддержка, которая всегда готова вам помочь. Поэтому, чтобы не только вовремя получать актуальную информацию по рынку, но и зарабатывать на этом, переходите по ссылке в описании, напишите нам и более подробно ознакомьтесь со всеми условиями, а мы перейдем к разбору крипторынка и влиянию последних событий на цену биткоина. Биткоин закрыл прошлую неделю на уровне 105 тысяч. Это закрытие дало рынку не просто передышку, а реальную надежду на продолжение бычьего тренда. Все указывает на то, что крипта входит в новую фазу восстановления, и бокам даже удалось вернуть позиции выше 107 тысяч после напряжения на Ближнем Востоке, что уже укрепляет биткоин на фоне возобновления активности Уолл-стрит. Да, теперь все внимание на заседание ФРС, которое пройдет сегодня, ведь решение по ставкам может стать триггером, особенно с учетом того, что нефть толкает инфляцию вверх, и последние данные по ИПЦ уже показали, что инфляция возобновляет свой рост. Впервые с февраля этого года. И что примечательно, и киты, и обычные инвесторы сейчас настроены держать биткоин, проще говоря, его холдить. Даже несмотря на то, что на первичных рынках цена торгуется с дисконтом к спотовой, что в прошлом не раз становилось предвестником мощного шорт-сквиза. И да, уровень в 200 тысяч сейчас является главной долгосрочной целью для биткоина. Но теперь давайте подробней. На прошлой неделе биткоин выглядел немного вяло, но уже в начале новой недели он пошел вверх, стерев почти все падение, вызванное обострением между Израилем и Ираном, после чего снова направился вниз. Закрытие недели на уровне 104
4500 – это хороший сигнал. На открытии Уолл-стрит ликвидность сосредоточилась выше спота, что сразу отразилось на книге ордеров. Аналитик Марк Аллен предупреждает, что и ликвидность ниже цены могут тоже вытащить. CoinGlass обращает внимание на стакан. Уровень 104 тысячи может притянуть цену как магнит. А вот еще один аналитик добавляет огня. Он сообщает, биткоин сейчас движется в довольно узком диапазоне, всего 10%, от минимума до максимума. Это нетипично. За последние 4 года каждый месяц был волатильнее, и это значит одно: впереди нас ждет активное движение. Аналитики продолжают напоминать, что уровень 100 тысяч – это ключевая поддержка для быков, ее просто так не сдадут. Но сегодня все внимание на ставку ФРС. Рынки уверены, что пауза по снижению сохраняется, но в это дело продолжает вмешиваться Трамп, и эта история продолжается. Хотя мы прекрасно видим, что это не помогает. Сегодня все будут слушать Пауэлла на конференции и ловить хоть какие-то намеки на разворот политики ФРС, особенно на фоне того, как растут цены на нефть и сырье, а пошлины еще не включились в макроэкономику. Экономисты говорят, что нефть после падения до уровня $66 резко отскочила из-за опасений перебоев на Ближнем Востоке, а индекс доллара рухнул до самого минимального уровня за последние 3 года. Это может запустить новый виток товарной инфляции. И тут интересный момент. Слабый доллар и дорогая нефть в прошлом уже запускали рост биткоина. Тем временем экономисты отмечают, что рынки акций вообще не паникуют. Нефть плюс 0,5%, золото минус 0,5%. Если бы была реальная угроза войны, нефть бы уже пробила уровень $100, хотя все еще впереди. По данным CryptoQuant, притоки биткоина на Binance с обеих сторон минимальны с начала цикла. Это значит, никто не хочет продавать, все его просто держат. Dark Fost отмечает, что и киты, и ритейл действуют синхронно. И это очень сильный бычий сигнал. Интересно, что еще в конце прошлого года, когда биткоин пробивал новые максимумы, тоже была синхронность. Но вот тогда монеты переводили на биржи. Сейчас все наоборот. Так что инвесторы либо ждут сигналов, либо уверены в росте. И кстати, за год с бирж ушло 550 тысяч биткоинов. Это треть всего предложения. А теперь давайте поговорим про Binance и возможный шорт-сквиз. Сейчас на деривативах биткоин стоит дешевле. Это частый сигнал на рост. И аналитик говорит, если снова пойдет премия к споту, то готовьтесь. Цена может вырасти. Пока этого нет, но это как заряженная пружина. Важно, что такой дисконт по деривативам сохраняется почти весь год. Но в отличие от 2021-2022 года, сейчас мы на хаях, а не на медвежьем рынке. И это может быть результатом хеджирования или влияния ETF. Что касается целей по биткоину, их никто не сбрасывает. Несмотря на все зигзаги и неудачные пробои новых максимальных уровней, трейдеры продолжают ждать рост. Причем многие выставляют максимальные уровни около 170 и 200 тысяч. Но это, конечно же, если речь идет о долгосроке. Также индикаторы CoinGlass, которые отслеживают пики рынка, также пока еще не показывают сигнал на разворот. То есть по-прежнему 100% стоит держать. И вот снова всплывает тема ликвидности. Сейчас биткоин балансирует возле уровня 105 тысяч. И данные показывают, что уровень 104 400 долларов – это минимальный диапазон начала недели. 11 красных свечей подряд – это редкость. Material Indicators предупреждают, манипуляции с книгой ордеров могут привести к резкому падению, если цена биткоина не удержится. При этом приток ликвидности выше 108 тысяч может усилить рост до диапазона 110. Тем временем многие трейдеры спокойны, ведь сейчас рынок держится гораздо устойчивее, чем на прошлых откатах. Да, есть хеджирование, но паники нет. Откат всего на 3%. В прошлые разы было 5 и более, с паникой на рынке и ликвидациями. Так что основное движение еще впереди. И давайте еще разберем доллар. Сейчас он сильно перепродан. Индекс доллара упал до поддержки, а RSI показывает дивергенцию. Это может быть началом разворота. И это очень интересно, потому что доллар очень часто движется в противоположном направлении биткоину. Если он начнет расти, то это может стать препятствием для крипты. Но пока такого давления мы не видим. Таким образом, сейчас биткоин готовит почву. Мы не на хаях, но и до дна далеко. Макроэкономика, нефть, доллар, киты и ритейл – все складывается в напряженную, но интересную картину. Главное следить за диапазонами 104 и 108 тысяч, а также за выступлением Пауэлла. Ведь все самое интересное еще впереди. Но реально ли биткоин – это безопасное убежище, как считают многие инвесторы? В очередной раз разгорелись споры, можно ли считать его настоящей альтернативой золоту в момент глобальных потрясений. Ведь как показывает практика, во время войн инвесторы традиционно бегут в защитные активы. Это золото или гособлигации. И вот золото немного выросло, и казначейские облигации США также поднялись. А что же с биткоином? А он падает. Все это говорит нам о том, что биткоин сейчас более рискованный, чем акции или тоже золото. Но на этом история не заканчивается. Если посмотреть на прошлое, биткоин часто сначала резко проседает из-за геополитики, но потом восстанавливается. И даже с запасом. Взять хотя бы октябрь прошлого года, когда Иран ударил по Израилю. Тогда биткоин упал на 9%, но потом вырос более чем на 80%. Так что хотя в первые часы кризиса он не работает как убежище, но в долгосрочной перспективе биткоин выступает настоящим цифровым золотом. Теперь давайте посмотрим на рынки энергоресурсов. Сейчас там настоящий взрыв. После удара Израиля по месторождению Южный Парс и атак на нефтеперерабатывающие заводы, нефть выросла почти на 7%. Как мы разбирали, все следят за Ормудским проливом, ведь через него проходит 20% мирового нефтяного трафика. Малейшая блокировка и рынки снова трясет. Аналитики уже предупреждают, если пролив перекроют, нефть рванет вверх, а крипта вниз. Но здесь появляется важный момент – глобальная ликвидность. По данным Рауля Пала, биткоин почти на 80
99% коррелирует с денежной массой М2. То есть пока политика ФРС или других ЦБ радикально не меняется, биткоин может остаться в своем направлении. И что удивительно, институциональные инвесторы не бегут с рынка, а наоборот, несмотря на всю турбулентность, продолжают получать приток капитала. А также криптофонд из Абу-Даби наращивает свои позиции. Да, некоторые фонды сокращают свои риски, но паники нет. Это больше похоже на выдержку. Индекс страха и жадности по крипте упал до уровня 60 и остался в зоне жадности. А это значит, что большинство инвесторов считают текущее падение временной коррекцией, а не началом обвала. Фондовые рынки просели, нефть пошла вверх и золото тоже. Крипта ведет себя как акции, но у криптовалюты есть больше преимуществ, особенно с запуском ETF, а также интереса со стороны крупных компаний. Это признаки того, что рынок становится зрелым. И вот главный вывод. Несмотря на все проблемы, краха не произошло. Рынок согнулся, но не сломался. Биткоин остро реагирует на геополитику, но остается устойчивым, а также гибким. И если история повторится, а пока все идет именно к этому, мы вполне увидим его восстановление. Сейчас все зависит от США, глобальной ликвидности, а также интереса крупных игроков. Так что война, безусловно, создает краткосрочное влияние, но в долгосрок все по-прежнему упирается в рост. Особенно фундаментальных монет и, конечно же, биткоина. А что по этому поводу думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. Также можете задавать вопросы, которые вас интересуют, ведь я стараюсь отвечать каждому. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на Telegram, где вы найдете еще больше актуальной информации, а также главные тезисы Пауэлла. Поэтому всем спасибо за просмотр, вам желаю удачи, до скорых встреч.